Он нашел в лесу крошечного щенка и забрал его домой. Но спустя время ветеринар взглянул на него, и его лицо моментально изменилось. Он резко побледнел и сказал: «Это не собака». Мужчина сначала подумал, что это шутка, но врач лишь медленно покачал головой и попросил держаться подальше. В этот момент все внутри похолодело. В небольшом городке на окраине штата Орегона жил молодой человек по имени Джейсон. У него был верный пес Макс. Не просто питомец, а настоящий друг и член семьи. Каждый день после работы Джейсон и Макс гуляли в лесу. Им нравилась тишина, запах хвои и долгие прогулки среди деревьев. Однажды теплым летним вечером, во время такой прогулки, Макс вдруг повел себя странно, насторожился, начал принюхиваться и резко побежал в кусты. Джейсон пошел за ним и вскоре увидел, что пес нашел крошечного черного малыша, настолько маленького, что он помещался в ладони. Рядом не было ни матери, ни других животных. Понимая, что оставить его в лесу нельзя, Джейсон забрал найденыша домой. Он устроил малышу временное гнездо в коробке, кормил его из пипетки и практически не спал по ночам. Макс все время был рядом, словно охраняя нового члена семьи. Джейсон назвал малыша Чарли, хотя сначала даже не знал, мальчик это или девочка. Со временем Чарли начал расти, и стали проявляться странности. Он двигался слишком ловко для щенка, пролезал в узкие щели, имел вытянутую мордочку и необычное тело. Джейсон начал сомневаться, а щенок ли это вообще? Несмотря на это, он продолжал заботиться о Чарли с той же любовью. В доме появился отдельный уголок с игрушками и местом для лазанья. Чарли быстро освоился, подружился с Максом и стал частью семьи. Он оказался умным, игривым и очень любознательным. Однажды Джейсон пригласил своего друга Майка, который хорошо разбирался в животных. Увидев Чарли, Майк сразу сказал: «Это точно не собака и не кошка». Это еще больше запутало Джейсона. Позже Джейсон отвез Чарли к ветеринару, доктору Андерсону. Тот тоже не смог точно определить вид животного, лишь предположил, что это может быть что-то из семейства куньих. Тем временем Чарли продолжал удивлять. Он был активен ночью, отлично слышал и обладал невероятной гибкостью. Во время прогулок он даже пытался охотиться, двигаясь тихо и грациозно, как настоящий хищник. Жители Пайн-Крика начали замечать необычного питомца, строили догадки. Кто-то думал, что это редкая кошка, кто-то детеныш лисы или енота. Джейсон даже отправил фото в зоопарк, но и там не дали точного ответа, предложив привезти животное на исследование. Однако он не решился, боялся потерять друга. Чарли тем временем рос и стал еще умнее, научился выполнять команды, приносить вещи и даже помогал Джейсону в библиотеке, где тот работал. Люди приходили посмотреть на удивительного помощника. И вот однажды в город приехал новый ветеринар. Осмотрев Чарли, он сразу сказал: «Это хорек». Для Джейсона это стало облегчением, наконец появилась ясность. Но главное, он понял раньше. Неважно, кем оказался Чарли, важно то, что между ними возникла настоящая привязанность. Теперь Джейсон, Макс и Чарли жили вместе, и впереди их ждали новые приключения, уже без тайн, но с той же дружбой и теплом.